Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Дорогие друзья, я очень часто получаю в комментариях такие вопросы: как продать монеты, куда продать монеты, или же купи у меня монеты. Так вот, друзья, я в первую очередь отвечаю: я не покупаю монеты. У меня на канале есть подобные обзоры, как дорого продать монеты или же где продать монеты. И я решил еще сделать один обзор на тему, как быстро продать монеты, и дать несколько советов новичкам. Итак, друзья, давайте представим, что вы никогда всерьез не коллекционировали монеты и пока не можете назвать себя нумизматом. Но ведь наверняка где-то дома завалялись старые монеты, или вдруг в копилке что-то ценное, а возможно и в кошельке притаилась монетка, коллекционная стоимость которой значительно превышает номинал. И с чего же начать? Ну, давайте так, для начала следует с наибольшей точностью определить стоимость экземпляра, который хочется продать. Грамотно определить реальную рыночную цену монеты не так-то просто. Для этого нужно сделать две вещи: определить саму монету, это номинал, год выпуска, вернее, тираж, металл, ну и тому подобное, и внимательно изучить рынок. Для того, чтобы детально и полностью разобраться, что же представляет из себя та или иная монета, волей-неволей придется познакомиться с нумизматикой и изучить ее правила и термины. По сравнению с этим, изучение рынка предложений кажется сущим пустяком, но это только на первый взгляд. Ведь не все новички так ответственно подходят к делу, как опытные собиратели. Многие пытаются быстро продать монеты, указывая цены наобум и зачастую сильно приукрашивая действительность. Подобные предложения, в последнее время обильно встречающиеся на просторах интернета, легко могут сбить новичка с толку, заставив его уверовать в высокую ценность своей находки. Серьезные нумизматические интернет-ресурсы, на которых можно продать или купить монеты, как и иные предметы коллекционирования, всегда тщательно изучают публикуемую информацию и, заботясь о своей репутации, снимают с продажи экземпляры с чрезмерно завышенными ценами. Но, к сожалению, этим отличаются далеко не все интернет-сайты. Таким образом, для наиболее точного определения среднерыночной и при этом реальной цены на монеты следует в первую очередь обращаться к специализированным и авторитетным источникам. Друзья, также не стоит забывать, что монета стоит именно столько, за сколько ее готовы приобрести и действительно приобретают реальные покупатели. Дорогие друзья, Виолити является крупнейшей профильной площадкой для коллекционеров на территории Европы, который уже существует 16 лет. На этом сайте предусмотрены разделы под любую тематику: коллекционирование, монеты, боны, фотокарточки и открытки, книги, статуэтки и скульптуры, иконы, живопись, изделия из фарфора, столовое серебро, музыкальные инструменты, технические устройства и приборы, фототехника, ювелирные украшения, часы, игрушки и многое другое. На сайте Виолити насчитывается более 5,5 миллионов активных лотов и более 1 миллиона зарегистрированных пользователей из Украины, России, Белоруссии, Польши и других стран. Ежедневно регистрируется около 400-700 новых пользователей. Сделки на Виолити максимально безопасны, так как при оплате лотов пользователи руководствуются правилами оплаты Виолити с учетом деловых рейтингов и верификации контрагентов. Виолити предлагает широкий функционал как для продавцов, так и для покупателей, который обеспечивает комфортное пользование сайтом. Продавать и покупать можно как в режиме онлайн-торгов, так и по фиксированной цене. Сайт постоянно развивается, дополняется новыми разделами и новым функционалом. Кроме основного сайта Виолити, для коллекционеров есть форум Виолити, на котором вы сможете задать вопросы на интересующие для вас темы и получить ответы как от пользователей, так и от консультантов по коллекционированию. Виолити имеет официальные страницы в популярных соцсетях, где ежедневно публикуются обзоры на лоты и новости сайта. Друзья, я зарегистрирован на Виолити уже более 3 лет и скажу откровенно, я доволен. Ссылку на сайт я оставлю в описании под этим видео.
Не следует учитывать лишь предложение о продаже. Нужно изучать спрос и конкретные факты продаж. Советую обязательно изучить каталоги, в которых указываются наиболее достоверные на текущий момент цены. Давайте смоделируем ситуацию. Допустим, что нам удалось разобраться в монете и определить сумму, которую мы небезосновательно рассчитываем выручить от ее продажи. Теперь, казалось бы, все уже точно просто. Осталось всего лишь продать монету. Самый распространенный в последнее время способ — разместить соответствующее объявление в интернете или выставить лот на интернет-аукционе. Но не стоит надеяться, что монета будет продана очень быстро. Не всегда товар оперативно находит своего покупателя. Жителям небольших городов в этом плане еще труднее, ведь зачастую для отправки товара им придется пользоваться услугами почтовой связи, а это иногда может отпугнуть покупателя. Дополнительные финансовые и временные затраты плюс риск вообще не получить письмо или посылку при утере на почте. Дорогие зрители, я вам дам главный совет. Давайте подробное описание предлагаемой монеты. Это не значит, что нужно скопировать где-то информацию и бездумно вставить ее в объявление. Необходимо предоставить описание именно этого экземпляра, этой монеты, указать историю появления у вас. Перечислите особенности монеты, если она их имеет. Правильно укажите состояние. Не пытайтесь продавать выше средней цены. Лучше немного занизить. Этим вы привлечете больше потенциальных клиентов. Любая мелочь способна отогнать покупателя. Поэтому все должно быть максимально удобно и прозрачно. Давайте представим, друзья, что все же ваши усилия увенчались успехом и монета продана. Но ведь это оказалось совсем не так просто, как предполагалось в начале. Да, и вы, уже изучив столько материала по нумизматике и разобравшись с особенностями нумизматического рынка, не совсем новички. Теперь нам становится интересно не только применять имеющиеся знания, но и получать новые. Так можно и совсем увлечься. Но, друзья, это уже совсем другая история. Учитывая изложенное, приходим к выводу, что быстро и без лишних усилий продать монеты, как и любой другой предмет коллекционирования, совсем непросто, а зачастую скорее даже невозможно. Как говорится, без труда не выловишь и рыбки из пруда. И тем не менее, друзья, я вам советую не опускать руки. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья, и удачных продаж.